Всем героям снова большой-большой привет. Давайте сегодня с вами продолжим нашу часть по руководству. Это уже у нас третья часть. Сегодня я вам подробнее расскажу про выбор оружия во время забега. И поговорим с вами о кузнице. Немножко подробнее мы с вами ее коснемся. Кузница у нас находится во вкладке справа, где написано «Коллекции» с книжечкой. Мы нажимаем сюда. И что здесь мы с вами можем увидеть? Здесь у нас идет оружие самих героев, и сверху у нас будет просто оружие, которое мы выбираем во время боя. У каждого оружия есть звезды. Звезды – это количество уровней, которые уже прокачаны на данном оружии. В идеале рекомендуется, чтобы у каждого оружия было прокачано 3 звезды. Почему? То есть, если мы зайдем в кузницу, нажмем на какое-нибудь оружие, у нас третий уровень дает у нас глобальное усиление для прокачки всего аккаунта в целом. То есть, если мы сейчас арбалет прокачаем на третий уровень, то наш персонаж получит прибавку в виде 2,5% к скорости снарядов. Если прокачаем, к примеру, огненные сферы, то у нас будет повышена длительность эффектов. Прокачивать можно за жетоны, которые мы зарабатываем вместе с вами на арене, и за универсальные жетоны, которые у нас попадают в счастливые рулетки. Ну, это крайне редко, мне выпадало там 1 или 2 раза всего. Либо их можно получить в календаре. Вот здесь они у нас периодически бывают, да, вот они, видите, 284 день, 277. Вот это очень такая редкая валюта, поэтому ее стоит обязательно зарабатывать. Получается, она у нас выпадает на арене, в календаре, и там периодически еще в каких-то событиях бывает она проскакивает, но, по-моему, нет. Вот. Что здесь нужно понимать? Также мы с вами можем прокачать кузницу с помощью PvP. Где оно у нас? PvP у нас здесь. Мы с вами заходим в битву героев, жмем обменять, и здесь смотрим. То есть мы с вами можем купить жетоны. Вот тут дыхание дракона, бомба и могучий бур. Но здесь лучше всего покупать именно вот эти верхние ряды, которые относятся именно к самим персонажам. То есть как делаю я? Я, допустим, набил 25 тысяч вот этой вот валюты желтой, за которую можно обменять жетон. Захожу, смотрю, что у нас здесь есть из этого предложенного. И захожу в кузницу, проверяю, что же можно у нас прокачать. То есть там были мины, мины у меня уже на 3 уровень прокачаны, то есть, значит, скорее всего, я их уже не возьму. Также там у нас были хронодиски. Хронодиска у меня пока нет, поэтому, скорее всего, я бы его взял, потому что рано или поздно будет открыт вот этот персонаж, и мне уже будет немножко попроще. То есть, 1 уровень у меня уже будет прокачан, а потом, когда откроется арена, я обязательно 3 уровень возьму. 3 уровень у нас даст прибавку в виде увеличенного урона по замедленным врагам, поэтому здесь тоже нужно немножко с таким вот взглядом в будущее смотреть, что вот рассчитывать, что рано или поздно, если мы будем в перспективе очень долго с вами играть, все равно рано или поздно мы большую часть персонажей откроем. Вот, поэтому мы заходим, проверяем, анализируем и выбираем то, что нужно именно нам. То есть вот есть лопасть ротора для изобретателя. Изобретатель является таким вот популярным основным персонажем, за которого часто любят играть. Вот. Гаечный ключ и турель, жетон ракета. Ну, кремниевые пистолеты я бы не стал, естественно, покупать, потому что у меня 4 звезды. То есть вот что-то вот из этого я бы взял. То есть либо ракета, либо турель, лопасть ротора, хронодиски. Вот что-то из этого. Поэтому стараемся прокачивать на 3 звезды каждый из элементов оружия, чтобы у нас вот этих усилений было как можно больше. Ну и также вот вы можете видеть, что у меня прокачан на 5 звезд сюрикен.
Здесь он прокачан, потому что у меня ассасин это основной персонаж, я за него играю, поэтому он у меня вкачан по максимуму. Я не пожалел, мне там повезло, арена выпала на сюрикены. И я вот свободные жетоны потратил, тоже универсальные, и вот прокачал до 5 звезды. Так, здесь по оружию вроде бы ничего сложного, все понятно, то есть старайтесь 3 звезды делать в любом случае, любыми путями. Это чем больше звезд у вас будет прокачано, точнее, чем больше оружия у вас будет прокачано на 3 звезды, тем намного легче вам будет играть. Все вот эти мелкие улучшения, они придают нам очень много силы в сумме, поэтому не упускайте этот момент. Дальше, сейчас я вам покажу выбор оружия во время забега. Логика вообще, в принципе, выбора оружия. Тут не то чтобы все хаотично выбирается, здесь есть некая такая, не то чтобы формула, есть определенный порядок приоритета выбора оружия, который немаловажно соблюдать. На вот этом, на 261 уровне я еще не играл, он у меня последний, поэтому я не знаю, пройду я его сейчас или не пройду, но, по крайней мере, попытаюсь. И параллельно сейчас я вам буду рассказывать и объяснять, что к чему, да почему я выбираю. В первую очередь нужно стараться прокачать основное оружие. Во вторую очередь нужно постараться прокачать книги. И уже в последнюю очередь мы прокачиваем вот это все, там бумеранг и все остальное. Я уже свой универсальный билд знаю. Я его для себя настроил. Я понимаю, что с этим билдом я наберу больше всего очков. Поэтому я уже заранее знаю, что я буду выбирать. И здесь как бы я особо не раздумываю. То есть я обязательно беру бумеранг, который нам помогает замедлять наших врагов. Обязательно беру книгу скорости, которая мне дает эволюцию на арбалет и на мой сюрикен, на основное мое оружие. То есть эта книга у меня будет в приоритете. Далее я беру бомбы, потому что для меня область она важна, соответственно я беру область, я беру и бомбы. То есть сейчас мы стараемся пока что просто заполнить вот эти вот свободные ячейки, чтобы мы с вами ничего лишнего не набрали. Также я беру книгу перезарядки, так как она существенно облегчает процесс ведения боя. Стараемся собирать опыт. Вот здесь из этого я ничего не выбираю. Опыт я выбираю во время фарма. Сейчас мы не фармим, сейчас мы стараемся пройти главу. Поэтому я жму кнопку «Обновить». У меня появляется бумеранг. Я беру его, потому что аура и ледяные посохи, ледяной посох, они мне не нужны. Бомба у нас есть, книга области нам нужна, соответственно, берем книгу области. Есть у нас книга перезарядки, есть выбор книга, точнее не книга, а есть выбор бомбы. Помним, что в приоритете мы прокачиваем сперва основное оружие, это сюрикен. Если его нет, то мы выбираем наиболее важное из двух. То есть мы, естественно, берем перезарядку, так как она влияет у нас и на бумеранг, и на бомбу, и самое главное на наш сюрикен. Запускается у нас ульта. Уклонение у нас здесь становится максимальным, и, соответственно, надо как можно быстрее собирать опыт. Далее мы снова выбираем книгу. Трость и урон я не беру. От урона вообще рекомендую отказаться потом уже в дальнейшем, потому что, как правило, оно особо влияния нам не несет. Мы все равно с помощью талантов урон прокачиваем. Я буду брать также книгу удвоения. И, соответственно, если я беру удвоение, то я беру огненные сферы. Вот уже здесь нас пытаются укусить.
Ну ничего страшного, мы берем бомбы, прокачиваем. Так, дальше вот на нас нападает элитный враг. Мы его стараемся держать внизу экрана, чтобы он до нас не доходил. Вообще в идеале, конечно, научиться пользоваться рельефом карты и стараться его ловить, чтобы он просто вот на месте топтался и не шел в нашу сторону. Книга области у нас выбрана, уже она есть, соответственно, я беру арбалет, чтобы он у нас придал эволюцию вместе с книгой скорости и поджигал наших врагов. Вот босс у нас идет, и вот сейчас будет такой момент, когда я его постараюсь поймать, ну, если он не успеет умереть. Дальше у нас книга перезарядки уже есть. Для эволюции бумеранга, чтобы бумеранг у нас замедлял врагов, мы с вами выбираем книгу передвижения. И вот сейчас у нас босс должен был упереться в домик, но из-за того, что он у нас немножко такой вот под углом стоит, из-за этого он у нас прокатился немножко и не застрял. Но хотя бы чуть-чуть мы его подзадержали. Здесь по нашему сету у нас осталось что? Область у нас есть. Перезарядка. Ну осталась книга удвоения. Вот если мы собрали с вами верхний ряд по оружию и нижний ряд 4 книги, то 5-ю книгу мы можем спокойно не переживать, мы ее обязательно с вами возьмем. Даже если нам вдруг выпадет что-то такое, к примеру, что нам не нужно, мы нажмем кнопку «Обновить», и в любом случае обязательно выпадет то, что у нас уже есть. Поэтому берем пока бумеранг, держим босса немножко сзади. Ну и вот, как видим, книга удвоения нам выпала. Все, сет билд точнее у нас собран. Мы можем с вами спокойно теперь сделать уклон на сборку нашего основного оружия. То есть мы сейчас будем стараться прокачивать сюрикен, так как это наше основное оружие, нам нужна его эволюция. Запускается у нас ульта, мы с вами берем сундук. Выпадает книга удвоения, это очень хорошо. Здесь что нужно брать? Вот книга области и книга удвоения, они будут у нас в приоритете. Так как они у нас обе 3-го уровня, то можно выбрать любую, чтобы повысить вероятность выпадания вот в этом предложенном списке нашего сюрикена. То есть если я книгу области выберу, соответственно, она уже больше не будет падать, и вероятнее всего мы дальше встретим именно сюрикен. Вот. Если бы книга удвоения была, например, 3-го уровня, последнего, а книга области 2-го, то я бы выбрал книгу удвоения, чтобы также повысить вероятность выпадения именно сюрикена. Поэтому здесь берем любое. Дальше снова выбираем книгу удвоения, так как она у нас в приоритете стоит. Не потому, что она книга удвоения, а потому, что она вот именно является книгой. Дальше выбираем книгу скорости. Здесь берем книгу перезарядки, книгу скорости. Здесь мы берем то, что больше всего урона у нас наносит. Ну, особо разницы никакой нет, рано или поздно мы все равно вот это все соберем, поэтому берем, к примеру, бумеранг, потому что он у нас уровень выше, и, соответственно, мы быстрее его прокачаем. Дальше, вот книга передвижения, она нам дает прибавку только в скорости, то есть на урон, на атаку она у нас никак абсолютно не влияет. Вот, поэтому ее мы можем оставить вообще в последнюю очередь. Нам нужно как можно сильнее сделать себя. Поэтому возьмем огненные сферы. Ну и тут, естественно, я беру сюрикен. Сейчас у нас с вами волна начнется. Мы возьмем с вами усиление в виде ульты и сразу же будем всех уничтожать. То есть мы видим, у нас уже намного легче становится нам играть. Можем в целом стоять АФК, но я конечно, люблю бездельничать во время забега, но
все-таки будем стараться бегать, чтобы вот такие кулачки нам периодически поднимать. Здесь я жду, когда у нас ульта до конца дойдет, и только после этого я беру вот этот кулак ярости и начинаю бежать и собирать все вокруг. Я понимаю, что и в этот момент мой персонаж, он практически становится неуязвимым. Берем обязательно сюрикен, ждем, когда кулак у нас закончится, и берем его снова. Вот так нам повезло. Здесь ждем, соответственно, когда у нас режим ярости закончится, пройдет, и мы с вами уже возьмем усиление по ульте. Ульта закончилась, берем ее снова и бежим потихонечку дальше. Берем 5-й сюрикен, следующий у нас будет уже эволюция. Вообще вот это усиление по лихорадке, его лучше всего брать в тот момент, когда у нас начинается большая волна, когда мы полностью прокачаны, когда начинается большая волна, то есть мы из этой лихорадки можем выжать в этот момент самый максимум. Все, то есть у нас появился чакрам, а точнее 2, и уже намного легче становится. Я выбрал 2 чакрама вместо одного сильного, потому что один у нас постоянно где-то там шляется. Вот, и, соответственно, один не так эффективен, как 2. Так, ну здесь тоже берем сначала бомбы, потом снова бомбы, делаем эволюцию. Заморозку не особо, конечно, у нас помогает, толку от нее особо нет, вот, поэтому, боже мой, что происходит? Соседи, видимо, решили у меня сделать ремонт во время обзора. Обязательно берем Гера бумеранг, и все, и вот я немножко отвлекся, бдительность потерял. Приходится возрождаться. Но, наверное, все-таки сейчас уже в приоритете будет именно стоять и уворачиваться от налета птиц. Так, ну, в принципе, всю логику я вам рассказал. Все основные моменты озвучил. То есть дальше мы эволюцию доделываем, выбираем книги, и в целом все. Вот такой вот обзор на руководство по 3-й части. Всем большое спасибо, кто смотрел. Оставляйте комментарии, присылайте, может быть, свои какие-то советы, рекомендации, записывайте также обзоры. Мы обязательно все с вами обсудим, выложим и вместе посмотрим. Всем пока!